Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Как всегда, обсуждаем новости Южного Кавказа и всего мира за неделю. И сегодня у нас в гостях политолог Михаил Нижмаков. Михаил, здравствуйте. 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 Ну, начнем с главных мировых событий. Это переговоры России и США в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Стороны отметили, что переговоры прошли конструктивно, однако о сближении еще говорить рано. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которую американская сторона анонсировала чуть ли не на следующей неделе не состоится. Российская сторона уже отметила, что она пройдет тогда, когда примет решение, собственно говоря, президент Российской Федерации Владимир Путин. И это решение будет приниматься в зависимости от разных факторов, в том числе от того, кто войдет в американскую делегацию. Главным итогом переговоров в Эр-Рияде стало восстановление дипмиссий американской и российской, соответственно, в Москве и в Вашингтоне, чтобы работа дальше шла более продуктивной. Вот хотелось бы поговорить о том, какие перспективы у этих переговоров, у этого процесса, и как это все, то есть налаживание отношений между США и Россией, повлияет и на наш регион, то есть постсоветское пространство в целом, и на Южный Кавказ. Михаил, начнем с вас, ваше мнение. Да, ну, во-первых, да, в общем-то, как уже, наверное, многие отмечали, встречи в Эр-Рияде — это переговоры о переговорах прежде всего пока что, то есть это прощупывание позиций друг друга, да, это определение каких-то форматов дальнейших, да, может быть, это заявление о каких-то таких требованиях, да, скорее всего, несколько даже завышенных, для того, чтобы с них можно было отступать потом в рамках переговоров на какие-то другие, более такие компромиссные позиции. То есть пока это только начало процесса, да, то есть если мы видели накануне этой встречи публикацию о том, что судьба там украинского кризиса решается там или судьба российско-американских отношений решается там, да, это все-таки не совсем так, то есть это пока что такой проходная точка для того, чтобы, так сказать, дальше переговорный процесс как-то развивался. Мы видели, что есть, ну, судя по заявлениям, по крайней мере, да, которые звучали с обеих сторон, что есть точки соприкосновения, да, то есть, например, и российская сторона, и американская говорили о том, что желательно проведение выборов на Украине. Так сказать, поднимался вопрос о том, насколько могут сохраняться экономические санкции в новых условиях, но пока что это все-таки только отдельные точки. И действительно, раз мы говорим о вероятности встреч на уровне президентов России и США, это тоже, так сказать, вопрос, понятно, что не ближайших дней, поскольку, как правило, встречи такого уровня проводят уже на том этапе, когда есть, так сказать, что-то, да, какой-то черновик, грубо говоря, решений, которые могут обсуждаться уже на таком высоком уровне. Да? То есть, если бы встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась уже, там, условно говоря, через считанные недели после начала переговорного процесса, но это очень быстрый темп, да, такое бывает, но не так часто, да, в принципе, в истории. Что касается горизонтов дальнейших переговоров, ну, во-первых, если стороны привязывают эту ситуацию к украинскому кризису во многом, да, к тем же самым выборам на Украине, можно вспомнить, что по законодательству самой Украины президентские выборы назначаются Верховной Радой не позднее, чем за 100 дней до даты голосования, да, может быть и второй тур. То есть если все-таки какую-то реальную основу имеют вот эти слухи о неком трехчастном плане, да, перемирие, выборы, финальное соглашение, то самое финальное соглашение как минимум оттягивается до, возможно, до осени или дальше. Это при том, что, так сказать, если сами переговоры будут идти максимально удачно, максимально быстро. Это далеко не факт, что будет так, поскольку мы видим, что есть противоречия в треугольнике США, Киев, Евросоюз и Британия, да, как часть такой большой Европы. Видим, что есть, так сказать, спорные моменты, которые явно между Россией и США будут расходиться. То есть ну, выше сейчас вероятность, что переговоры будут затягиваться на много месяцев вперед, да, повторюсь, что как минимум до осени, может быть, дальше. Что касается влияния на постсоветское пространство, ну, во-первых, учитывая, что вот такой вот режим хаоса, да, когда все с одной стороны ищут какие-то точки соприкосновения, с другой стороны не могут найти общий язык даже прежние партнеры, да, что мы видим на примере США и ЕС, это будет подталкивать всех игроков искать
так сказать, активнее контакты с нейтральными странами, да, в том числе с государствами Южного Кавказа. То есть мы вполне можем увидеть, что и на Южный Кавказ, и в Центральную Азию будут, так сказать, активные визиты делегаций и России, и Соединенных Штатов, да, Евросоюза, наверное, вот тоже в горизонте ближайших месяцев. Спасибо. Гия, ваше видение переговоров? Ну, я бы все-таки немножко по-другому. Дело в том, что, на мой взгляд, сейчас вопрос Украины вот в этих переговорах США и России, он на втором плане стоит. Да, наверное, для нас это болезненная, очень такая, ну, может быть, особенно, да, для граждан России первостепенная задача. Но все-таки мы сейчас стоим вот в этих переговорах в моменте, когда США и Россия договариваются, собственно, о той войне, которая велась между ними. И Украина, как горячая ее фаза, является внутри вот этого конфликта, да, и этой войны. Там, назвать ее там холодной продолжением, либо там какой-то еще. Но, в общем, то, что делалось особенно при Байдене и в свое время там, на последнем сроке, когда Обама уходил, да, ну вот мы пожинаем сейчас эти плоды. Вот. И поэтому этот шаг Соединенных Штатов Америки, это, безусловно, первый шаг они сделали, это первый сигнал о том, что они готовы договариваться. Вот, либо о промежуточном каком-то, либо о завершении вот этой стадии, да, такой войны, которая принимала и там санкционные, и давление, и экономические, и так далее. Вот, формы. И в том числе, давайте не забывать, да, Соединенные Штаты Америки напрямую участвовали в украинской войне. Да, это сейчас они могут делать вид, что они так отошли в сторону, что это, в общем, дела Европы там, и так далее. Но вот если вы посмотрите, да, и сейчас вот из боевых действий, да, убрать Starlink, которым пользуются украинские войска, убрать, значит, целеполагание для хаймерсов там, и так далее, и, собственно, сами хаймерсы и все остальное, да, сами украинские даже, там, военблогеры и так далее, признают, что, в общем, воюют с помощью американского оружия, с помощью американских денег и с помощью американской разведки. Третье, это вот как раз составная часть, это, собственно, разведданные, без которых Украина вообще не смогла бы вести на протяжении этих 3 лет войну. То есть Соединенные Штаты Америки, как бы сейчас не открещивался там Трамп и его команда, они напрямую участвовали и до сих пор участвуют в этой войне. Вот, поэтому, конечно, там, говорить о том, что это какой-то будет, сейчас сразу какие-то будут решения, нет, безусловно. Хотя по поводу вот встречи как раз президентов, ну, знаете, президенты там и с Байденом Путин встречался, когда не то, что там ничего не светило, ни о чем договориться, а вообще, да, речь как раз шла о том, чтобы интенсифицируется эта война или нет. И с Трампом встречался, и с Обамой встречался. Вот. Не значит, назначение этой встречи, кстати, российская сторона сегодня, я видел, сказала, что, возможно, встреча пройдет президентов в конце февраля. Ну, собственно, сегодня, когда мы записываем эту программу, 19 февраля. В общем, через неделю фактически февраль заканчивается. Да, поэтому мы посмотрим. Просто я о том, что вот объявление о встрече президентов, это не будет значит, что обо всем договорились, и вот сейчас они просто встретятся и подпишут. Да, конечно, должно сложиться, у них должна быть темы для разговоров, у них должны быть выходы на какие-то решения, безусловно. Вот. Но по заявлениям американской стороны, если мы там сейчас гадаем вот на этой гуще заявлений, да, кофейной, то, конечно, получается, что американцы, безусловно, хотят сделать шаг в сторону. Они хотят вывести свою страну из-под возможности и вероятности столкновения с ядерной державой, с Россией. Вот, спихнуть это все на европейцев. Они говорят, слушайте, хотите выводить войска? Выводите. Не вопрос. Мы только при этом будем ни при чем. Да, вот есть у вас... Нам очень показательный вот этот опросник, который они послали европейским правительствам по поводу гарантий Украины. Да, вот. И они спросили, и там прямо попунктно, да, а что вы считаете, что достаточно, а что вы хотите, чтобы Соединенные Штаты Америки сделали финансовым или вооруженным и так далее. И там, я так понимаю, что ни одно из правительств, ни главное в Брюсселе, ни отдельно национальных государств на эти вопросы, в общем, не смогут ответить так, чтобы Соединенные Штаты сказали, да, хорошо, мы под этим подпишемся.
Вот, поэтому, на мой взгляд, если подводя итог всему этому, то, что эти переговоры произошли, это прорыв, и причем очень серьезный. Мы еще, даже уже после избрания Трампа, никто не ожидал, что достаточно быстро произойдет вот подобное, да, даже вот такое событие. Да, и второе, которое не означает ни завершение украинской войны, ни особого там потепления в отношениях Соединенных Штатов и России и так далее. Но то, что уже за одним столом, и то, что уже говорят, и то, что обозначают, что мы хотим, это заявление Лаврова, а Лавров, особенно последние годы, достаточно откровенно всегда высказывается, министр иностранных дел России, о том, что судя по всему, нас наконец начали слышать. Ну, вот это, на мой взгляд, это довольно серьезное заявление и большой результат уже. Ну вот по поводу гарантии интересно, что действительно это такой большой прорыв, но через 4 года администрация это уйдет, и вдруг придет обратно демократическая администрация, и все это опять будут свернуто. Как вот добиться того, чтобы договоренности, если они какие-то будут достигнуты, закрепились, то есть чтобы через 4 года у нас не началась новая война? Я думаю, Зеленский тоже хотел бы знать, как можно так договориться, чтобы Трамп, который пришел, не делал бы то, чего он сейчас делает. Я думаю, что с американской политикой, она вот эта вот сменяемость власти, так называемая, да, и то, что одна администрация не берет на себя никакие, значит, обязательства, которые давала прошлая администрация, особенно после таких конфликтных, да, избирательных кампаний, которые в последнее время в США, я думаю, что об этом даже говорить бессмысленно. Вот. Никто не собирается, никто не будет брать грехи и ошибки прошлого на себя. Ну, вот это не в традиции американской политики. Ну, получается, что мы тогда в таком полном неведении, в полном дисбалансе будем продолжать оставаться. Да, ну тут можно еще вспомнить, что и в самой команде Трампа это тоже могут быть перестановки. Да? Можно помнить первый срок Трампа, когда и госсекретарь менялся, Тиллерсон, да, который ушел после объявления Трампа в соцсети о его увольнении, да, и там ряд других фигур таких знаковых менялись. Плюс ко всему, да, уже через 2 года, меньше, чем через 2 года, да, уже промежуточные выборы в Конгресс, который, конечно, в меньшей степени будет влиять на внешнюю политику, да, но тоже определенную базу для нее будут закладывать. И да, мы помним, что, как правило, в США промежуточные выборы — это ослабление позиций партии действующего президента. То есть, да, особенно учитывая, что, скажем, в Палате представителей даже сейчас очень маленький разрыв, да, маленький отрыв республиканцев от демократов. Да. Понятно, что, во-первых, для самой администрации Трампа ситуация может осложниться уже менее чем через 2 года. Во-вторых, так сказать, сама линия Трампа, да, имеет такую особенность колебаний периодических, да, и даже, скорее всего, в ближайшие месяцы Трамп может неоднократно переходить от вот таких более компромиссно-примирительных заявлений в сторону Москвы к более, может быть, резкой риторики. Да, сейчас мы ее слышим в отношении Киева, да, но в принципе в отношении Москвы она тоже может прозвучать. Да, мы можем вспомнить для аналогии, да, в качестве параллели, как в свое время так сказать, Трамп незадолго до визита в 2019 году Реджепа Эрдогана в США, да, там примерно за месяц заявлял о том, что мы готовы уничтожить экономику Турции, если она перейдет определенные черты, а потом вполне прагматично говорил с Эрдоганом уже в Вашингтоне. Не было повода. Да, и как раз наоборот он был, так сказать, Трамп, да, сам по отношению к сенаторам-республиканцам, так сказать, которые занимали более критичную позицию в отношении Анкары, таким вот добрым полицейским, да, уже на момент этих переговоров. То есть вот это амплуа доброго и злого полицейского Трамп, конечно, тоже может менять в одном лице, да, так сказать, эти маски чередовать. То есть это мы тоже можем увидеть. Да. Но все-таки я добавлю по поводу Трампа. Пока, несмотря на то, что никаких иллюзий по отношению к тому, что он может, что не может и так далее. Ну, во-первых, такого резвого начала никто не ожидал. Да, особенно то, что касается там, реформы в управлении там, и так далее. И такие ребята, как Маск, которые считали, что ну, это, в общем, все-таки какая-то такая фигура, больше пиарная там, и так далее. Ну, то, в общем, те
компетенции, которые у него есть, и те рычаги, которые, давление, которые у него сейчас оказались, не знаю, насколько надолго там или нет, но это серьезно. Это действительно серьезно. 45 тысяч человек, которые получили уведомление и согласились уйти из госслужбы, это, ну, в общем, это действительно практически революция. Это с одной стороны. С другой стороны, все, что заявлял Трамп, сейчас он исполняет. Вот надо отдать должное. Да? Вот и переговоры с Россией, и заявления по поводу Европы, все, да, там, и Венс, который приехал там, и отхлестал, да, там, на Мюнхенской конференции. Это все, пока все, что обещал, пока все делает. Насколько получится, там трудно сказать. Кстати, по поводу Южного Кавказа, вот вы, Марина, спрашивали, я буквально начну, наверное, мы еще поговорим подробнее. Вот. Здесь, с одной стороны, это явно видно и по Мюнхенской конференции, по заявлениям. Южный Кавказ, ну, может быть, еще рассматривается в качестве там, ну, вот, одного из элементов ближневосточной политики. Да? Отдельно ничего. Это может быть как хорошо, так и плохо. Да, с одной стороны, вроде как, ну, когда там ослабевает внимание этих больших игроков, да, там можно как-то порешать между собой. Здесь вот вопрос, насколько получится между собой порешать. И насколько да, там, вот это вот то, что под шумок можно чего-нибудь там, да, сделать для себя, что-то урвать там или что-то это, вот это, мне кажется, этот соблазн может сыграть плохую шутку. Вот, злую. Вот, поэтому здесь очень внимательно надо будет следить. Да, безусловно, там никто не будет уделять вниманием там, впоследствии. Понятно, что появятся люди, которые отвечают за это направление. Кстати, до сих пор пока нет человека, который будет отвечать за направление. Я уж не знаю, там выделят южных, скорее всего, нет. Я думаю, что это будет там и со Средней Азией, да, там, или Каспийский там, регион вместе. Но, в общем, пока человек, который отвечает за это направление, он не назначен. Даже не с кем разговаривать. Вот, там были такие разговоры о том, что, допустим, Азербайджан пытался найти какие-то выходы и поговорить с людьми из команды Трампа, вот, хотя бы прояснить, да, какие у них там мысли по поводу нашего региона, там, продолжающихся мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. И пока, ну, вот, то есть на конкретных людей, которые могли бы ответить на какие-то вопросы, их просто нет. Ну, они только по Украине-то вот только назначили, поэтому до Южного Еще не Кавказа... назначили, еще непонятно, кто с американской стороны будет именно по Украине говорить. Поэтому сегодня, кстати, пресс-секретарь, президент сказал, что мы ждем. Они договорились так, что сначала американцы объявляют чтобы принять своего, решение. а потом российская сторона принимает решение, кто с нашей стороны будет говорить. Ну вот Келлог поехал в Киев на целых 3 дня. На целых 3 дня, да. Ну, переходим к Мюнхенской конференции, собственно говоря, которая прошла в Германии в эти выходные. Европа, собственно говоря, тоже очень не ожидала такого резвого старта правления Дональда Трампа, потому что они, конечно, сейчас остаются немножко в шоке и за бортом событий и пытаются как-то это вот все обсуждать и принимать решение, что дальше делать. И на этой Мюнхенской конференции, конечно, все внимание было уделено Украине, и Южному Кавказу ничего не досталось. Единственное было небольшое выступление Саломе Зурабишвили, которое, ну, вообще очень странно. То есть ни Грузия, ни Азербайджан фактически, да, были направлены туда представители, но такого активного участия не принимали. Были какие-то двусторонние встречи. Никол Пашинян, премьер Армении, прилетел на Мюнхенскую конференцию. У него было большое турне по западным партнерам. Из США он полетел во Францию, оттуда полетел в Германию. Однако он тоже не выступал, никакую точку зрения, позицию не выражал, только были действительно только двусторонние встречи. И вот Гия уже начал говорить о том, что не является ли это хорошим шансом для того, чтобы порешать между собой, но не в негативном каком-то ключе, а действительно заключить какие-то больше региональные союзы. И вот пока внимание больших держав не направлено на этот регион, может быть, укрепить его наоборот. Михаил, как ваше? Да, но я здесь, кстати, соглашусь, да, вот скорее говоря, что очень важно, кто будет отвечать непосредственно вот этот блок, да, условно, там, Южный Кавказ, Центральная Азия, да, поскольку, да, как можно вспомнить фильм «ТАСС уполномочен заявить», знаменитый советский, да, что решает не главный, а пятый. Вот здесь то же самое, тем более, что вряд ли лично Трамп, да, будет заниматься, например, южно-кавказским направлением, да, то есть для него все-таки приоритетные больше вещи, там, да, это Тихоокеанский регион, да, это Ближний Восток.
При этом, конечно, у США есть свои мотивы, скажем так, работать с Южным Кавказом, держать его в зоне внимания, поскольку понятно, что Южный Кавказ — это регион, граничащий с Ираном. Да, Майкл Уотс, советник Трампа по нацбезопасности, уже анонсировал своевременные решения февральские по Ирану. Да, мы пока в таких объемах их не видим, но да, может быть, он, так сказать, что-то знал, что будет приниматься в конце февраля, там, или, может быть, там, чуть позже. Но да, тот факт, что раз есть линия Трампа на то, чтобы как-то жестче давить на Иран, значит, как-то прощупать позиции соседей Ирана, тоже здесь вполне в логике будет, так сказать, администрации Трампа. Так сказать, что касается, собственно говоря, Мюнхенской конференции, да, действительно, я соглашусь, что там присутствие представителей стран Южного Кавказа было, да, но, так сказать, сами дискуссии вот на вот этих площадках, да, самой конференции были все-таки немного про другое. При этом, да, мы должны не забывать, что все-таки на таких мероприятиях часто переговоры на полях имеют, ну, не меньшее значение, чем дискуссии, которые там на широкой аудитории идут. То есть все-таки заявление вроде выступления Венса, да, это больше такой симптом отношений, да, вот, там, США с регионом, да, отношений между отдельными странами, так сказать, переговоры на полях вполне могут двигать куда-то процесс, да, не факт, что они тоже не будут переговорами о переговорах, но тем не менее, да, какое-то там зерно, вот это вот, так сказать, топливо дальнейшего переговорного процесса там может быть. Мы пока тоже увидели, скорее, действительно прощупывание позиций и со стороны, да, там, Джейхуна Байрамова, да, который представлял Азербайджан, глава МИД, и со стороны Никола Пашиняна и Сурена Папикяна, главы Минобороны Армении, да, которые присутствуют тоже на Мюнхенской конференции. То есть с их стороны тоже скорее стремление увидеть, как, да, Европа, да, и как Соединенные Штаты, помимо вот этих вот наиболее резонансных тем, да, как украинский кризис, будут, да, может быть, так сказать, с Южным Кавказом вести свою линию. Пока, да, мы видим скорее такую неопределенность, так сказать, при этом у США есть мотивы работать, да, по крайней мере, посмотреть обстановку, да, так сказать, выстроить дальнейшие контакты со всеми странами Южного Кавказа, но в той или иной степени, да. Здесь, конечно, есть интерес и к Баку, поскольку, да, Азербайджан сам по себе и в военно-политическом плане, и в плане энергетическом, да, и логистическом такой вот игрок, да, которого трудно обойти. Да, при этом, конечно, контакты будут с Арменией тоже, да, учитывая, что, да, та же самая географическая близость к Ирану и та же самая, скажем так, традиционная тактика Соединенных Штатов, что если есть в регионе, где есть какие-то интересы США, не эти оппонирующие друг другу игроки, да, нужно там, на каком-то этапе обозначить интерес к одному, да, на каком-то к другому, да, то есть вот на этой разнице потенциалов поиграть. То есть, конечно, пока будет именно вот эта вот, так сказать, осторожная оценка ситуации в регионе стороны тех же самых США, да, что с одной стороны, конечно, дает определенные возможности тем же Баку и Еревану в рамках диалога, с другой стороны, будет немножечко застопоривать этот процесс, потому что они тоже ориентируются на то, как США себя поведут по отношению к каждому из игроков. То есть пока нет определенности, переговорный процесс тоже будет в таком немножечко подвешенном состоянии. Спасибо большое. Ну вот говорят, что это было худшее время для того, чтобы выбрать и поехать по западным партнерам, и Пашинян это сделал. То есть здесь ведь никаких итогов, по сути. А их не могло быть. Когда между там, партнерами, такими как Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, но надо понимать еще, Европейский Союз для Америки практически ничто. И это показал, что Венс выступление, что заявление Рубио, что заявление Трампа, ну, более экзальтированные. Они, скорее всего, будут выстраивать отношения с отдельными национальными государствами, они вот, ну, об этом заявляют. И, в общем, Евросоюз, как некий такой конгломерат, их мало интересует. Вот. Мы видим, да, особые отношения там, с тем же Орбаном и Венгрией. Мы видим поляков, которые, ориентируясь на Соединенные Штаты Америки, вообще ни в какие блудники не собираются вписываться. То есть все вот разговоры о том, что вроде казалось бы, да, поляки, которые там одна из самых сейчас мощных армий, ну во всяком случае по вложениям там, финансовым в нее, да, на фоне заявлений там, Макрона там, и британцев о том, что они собираются посылать свои войска, поляки однозначно сказали, что мы никуда
свой контингент посылать не собираемся. Это, кстати, вот на этой новой встрече министров иностранных дел, которую там организовали, вот этот раскол был абсолютно явный. Там, вместе с поляками там итальянцы, испанцы тоже говорили. И вот тут поэтому вот в этот момент разборок внутри Европейского Союза между собой и, понятно, с главным, так сказать, хозяином в Белом доме, сейчас вот самое неподходящее время приходить и говорить: а что вы все-таки думаете по нашему поводу? Да ничего не думаем мы. Подождите. Подождите, дайте разобраться. Вот, это, по-человечески это все можно понять. Почему Пашинян там? Ему надо напоминать о себе. И он, понятно, должен все равно, это внешнеполитическая поддержка этого курса для него жизненно важная. Так же, как можно понять, там тоже уже экс-президента Грузии Зурабишвили, она, что называется, и при жизни-то мало чего влияла на что в Грузии, а сейчас-то вообще непонятно, в качестве кого она там выступала, зачем она туда приехала. Ее обозначили 5-й президент Грузии. Да, 5-й президент Грузии. Вот она приехала, там что-то попыталась выступить. Понятно, что тоже, как-то, что есть оппозиция, что есть там это. Кстати, вот кто выигрывает от этого, от этой все в регионе, это Грузия, конечно. Вернее, Иванишвили и его команда. Потому что, нету сейчас людей, которые там в посольстве США будут заниматься там поддержкой оппозиции или давлением на власти, там, или еще что-то, защитой прав человека или прав свободы и демократии. Нету сейчас этого. И можно, в общем, проводить ту политику, которую сейчас под шумок там принимаются законы, которые ужесточают там и выступления, да, там, и нарушение прав, перекрытие вот этих улиц, чем занималась. Целый там уже такой набор этих законов, которые приняли и которые ставят оппозицию и вот это движение, все, за которое там Зурабишвили, в общем, топит, в очень сложное положение. Поэтому пока, конечно, в неведении все. Я не думаю, что на самом деле политика резко поменяется, что у США, что у европейских стран. Я думаю, что попробуют они, те же европейцы, там, на крючок подвесить власти Грузии, там, все время в спорах легитимности, нелегитимности. Это такой рычаг давления, всегда можно там, его поднажать или отпустить и так далее. Вообще вот эта торговля тем, что а вот мы не сделаем то, что могли бы сделать. Это, кстати, и европейцы, на мой взгляд, которые сегодня приняли 16-й, да, если я не ошибаюсь, пакет там. Вот. Значит, будет чего отменять. То же самое американцы. Они обязательно будут продавать и подороже нам свои отмены санкций, любых абсолютно. Да. Вот. Я не очень... Там тоже нам надо внимательно смотреть, на какие отмену санкций соглашаться и на какие нет. Видите, у нас там Кока-Колы и Макдональдсы засобирались опять в Россию. Не уверен я, что надо прямо им зеленый свет давать. Можно тоже поторговаться, сказать: знаете, если вы отмените это, тогда мы впустим вашу Кока-Колу. Здесь поляна такая, и дорога с движением и в одну, и в другую сторону. Поэтому, конечно, нас ждут большие торги. К сожалению, я как человек, получивший историческое образование, это не самая, конечно, сильная черта была, что Российской империи, это как раз договариваться. В Советском Союзе более, там, во времена Сталина умели про то, как устроить. И то, да, все равно многие считают, что были совершены ошибки. Здесь, конечно, надо уповать на наших переговорщиков, на людей из Министерства иностранных дел, очень опытных, таких как Лавров, Ушаков, который занимается при президенте направлением как раз международным. Да, нам предстоят большие торги, но, на мой взгляд, все-таки на этом этапе мы должны зафиксировать одну вещь, на мой взгляд, очень важную. Сейчас очень многие говорят о том, что обманут, не обманут в этих переговорах, надо, не надо и так далее. Они такие, да, больше диванные эти разговоры. На мой взгляд, нужно зафиксировать, что Россия своей последовательной политикой и вообще тем, что выдержала и санкционное давление, и очень серьезное, да, мобилизацию для проведения специальной военной операции и, в общем, очень серьезное международное такое давление с точки зрения и финансов, и ресурсов и так далее.
выдержала и заставила все-таки главного своего геополитического противника, сейчас Соединенные Штаты Америки, вступить и сесть за этот стол переговоров. Это не значит, что это прям победа, ура, чепчики полетели, но это факт. Это факт. Да? Если бы у них все было хорошо, они бы за этим столом не сидели. Ну, если обращаться к нашему маленькому региону, пока все глобальные державы решают свои глобальные вопросы, то что мы видим на этой неделе? Очень позитивная была новость о том, что с 1 мая возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Азербайджаном и Грузией. После пандемии, ну, во время пандемии оно было закрыто, и вот наконец-то восстанавливается, поэтому, по-моему, это замечательная новость. Да, вообще в Грузии мне многие задавали недоуменно вопросы, почему так продолжать, потому что знаю, что я часто бываю в Азербайджане, вот, но у меня, честно говоря, не было ответа на этот вопрос, но это замечательно. Да. Ильхам Алиев сейчас проводит время в Карабахе, осматривает ход строительных работ и в Агдаме, и в Ханкинди. Вот. И также проходит сейчас Каспийский экономический форум, очень важный, очень много интересных решений там принято, между Каспийской пятеркой заключены разные договоры в сфере и экологии, и транспортных коммуникаций, и энергетики. И вот хотелось бы в завершение поговорить о том, насколько такие форматы важны для стран региона и насколько они экономически эффективны, когда страны конкретного региона, если мы берем сейчас Каспий, договариваются между собой. Вот, Михаил, ваше мнение? Да, но в любом случае, чем больше переговорных площадок, тем, наверное, лучше, поскольку появляется возможность найти какие-то дополнительные точки соприкосновения между государствами. Каспий, действительно, здесь есть свои специфические вопросы, та же самая экология Каспия, которая, по сути, пересекается по, так сказать, темам с экономическими вопросами тоже, да, поскольку, например, то же самое обмеление Каспия, это еще и вопрос к тому, как организовывать те же самые маршруты с перевозками транскаспийскими, да, насколько из Центральной Азии, да, по всем маршрутам, которые идут по этому коридору, да, насколько это будет эффективно и издержки какие здесь будут идти. Да, это, конечно же, экономические возможности самих стран прикаспийских, да, которые тоже на экологию завязаны. И мы помним, что и двусторонние отношения, скажем, России с, так сказать, другими прикаспийскими странами тоже, в том числе на экологическую повестку, были, так сказать, ориентированы, да, вот, скажем, по обмелению Каспия. Это один из вопросов противодействия, да, обмелению Каспия, один из вопросов в рамках отношений России и Азербайджана. Да, они на встрече Михаила Мишустина в свое время с коллегой азербайджанским обсуждались. То есть, так сказать, это такой вопрос серьезный. Ну и, конечно же, мы видим, что всегда, так сказать, для прикаспийских стран важен вопрос логистического потенциала, да, собственного и каких-то совместных проектов. Да, конечно, это коридор север-юг, так сказать, да, потенциал которого обсуждался в ходе того же самого Каспийского форума. Понятно, что сейчас есть вызовы для коридора север-юг, то есть если США действительно усилят давление на Иран, это, ну, по крайней мере, на какое-то вот ближайшее время определенные проблемы создаст для этого проекта, но тем не менее он развивался, да, и на фоне санкций против Ирана, и на фоне санкций против России. Там есть возможности для наращивания грузоперевозок, в том числе с учетом, в принципе, потенциала использования этого, так сказать, да, этого коридора для тех же самых поставок, например, продовольствия из России, да, на внешние рынки, на рынки стран глобального юга. То есть здесь есть что обсуждать этим странам, да, при этом понятно, что у них свои интересы есть у каждой, но в условиях, когда, скажем так, мир в какой-то мере фрагментируется, да, то есть тот же самый связка США и Европа, да, которая была очень твердой долгое время, сейчас претерпевает изменения, как раз возникает, наоборот, запрос на новые, относительно новые, да, в принципе, какие-то параллельные площадки, где можно обсуждать в, скажем, многостороннем формате такие вопросы, потому что можно вспомнить для аналогии период пандемии, когда были прогнозы, что сейчас все запрутся в своих национальных квартирах, да, и будут заниматься только собой, но по факту, наоборот, вот это межгосударственные, так сказать, контакты и вопрос о развитии тех же самых логистических коридоров, да, которые тогда были под ударом, да, вот, учитывая ограничения коронавирусные, наоборот, еще в 2020 году на первых
этапах всех локдаунов и так далее начали еще активнее обсуждаться. Сейчас нет, слава богу, такой угрозы, но, так сказать, есть другие угрозы в сфере безопасности, и то, что так сказать, потенциал такого сотрудничества обсуждается на площадках самых разных, да, в том числе таких, как Каспийский форум, это показательно, да, это говорит о том, что идет поиск таких форматов для совместной работы. Спасибо большое. Гия, как вы смотрите на такие форматы? Мы часто уже много говорили, что на современном этапе это есть факт, что начинает регионализация такая очень серьезная, да, разделяться. Ведь на самом деле эти планы Трампа, над которыми многие смеются, хотя он показал, что он довольно серьезный по поводу Гренландии, по поводу Канады. Я не говорю по поводу того, что Канада станет очередным штатом, но то, что изменится эта кооперация, и то, что Соединенные Штаты Америки хотят сделать такую фактически, да, имперский такой проект, который позволит создать такую довольно замкнутую экономическую экосистему, которая позволит во многом спокойнее относиться к тому, что происходит в других регионах. Это не значит, что они Ближний Восток не будут или оставят в покое, или Тихоокеанский, тем более Тихоокеанский регион они вообще своим считают. И там у них, конечно же, еще взаимоотношения с Китаем, столкновения с Китаем впереди. И то, что как сейчас Китай внимательно следит за тем, что происходило в Эр-Рияде, да, я думаю, что даже может быть более внимательны, чем украинцы. Для них очень важно, конечно, это все. Кстати, среди тех задач, которые ставят перед собой Соединенные Штаты, договариваясь, да, попытки договориться с Россией, она ведь многозадачная. С одной стороны, надо уйти от какой-то даже эфемерной, да, возможности прямого столкновения ядерного с Россией. Безусловно. Я думаю, что это и есть. Об этом Трамп говорил впрямую. И думаю, что те силы, которые за ним стоят, другая часть глубинного государства, которая за Трампа, я думаю, что просто эта задача ему поставлена. Что это не должно быть этой угрозы именно для Соединенных Штатов Америки. Безусловно, это одна из задач, помимо этих всех, это максимально попробовать все-таки Россию от Китая и этот союз, который они сами же спровоцировали, его сближение, все-таки его, насколько это возможно, если не расколоть, то внести некий диссонанс. Да, и вообще они говорят об этой оси, Северная Корея, Иран, Китай и Россия. Это опасно, это надо как-то это все. По поводу региональных этих всех форматов, у нас есть, на мой взгляд, очень перспективный формат, он и Каспийский включает, это 3+3. Он, да, пока до конца не заработал, с точки зрения того, что пока получается 3+2, потому что Грузия не участвует, но я думаю, что это дело буквально ближайшего времени. Если там ничего сильно не изменится, в Грузии-то вряд ли, на внешнем фоне и так далее. Я думаю, что все-таки Грузия так или иначе будет присоединяться и уже работать в этом. Но даже в теперешнем формате это очень серьезная заявка, очень серьезная площадка, которая была создана. Она еще не заработала, конечно, на полную силу. Но это очень хороший вариант как раз при ослаблении влияния внерегиональных каких-то стран договариваться по всему кругу вопросов, и политических, и экономических, и военных, и экологических, и всего остального. Очень, на мой взгляд, очень правильный и очень перспективный формат. Каспий, надо сказать, что с того времени, когда регулярно начали проводиться Каспийские, они и конференции, и круглые столы по поводу Каспия, да, я помню, в некоторых принимал участие, и в Астрахани они проходили, и в других городах. Тогда просто казалось, что те какие-то противоречия, которые возникали, они имеют какой-то просто непреодолимый какой-то такой характер. Но прошло время, и мы видим, что по многим из них удалось договориться и решить какие-то сложные вопросы. И, в общем, сейчас надо отметить, что
в общем, достаточно конструктивно все происходит. Несмотря на те противоречия, которые между странами, естественно, они всегда будут. Вот. Поэтому, да, они важны, безусловно, особенно вот в такое межвременье, безвременье. Вот. Поэтому, да, конечно, это надо проводить и на всех уровнях. Спасибо большое, спасибо за интересную беседу. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был политолог Михаил Нижмаков. Михаил, спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение.